Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный торт, родом из нашего детства, торт девичий, который готовится на сметане и на сгущенном молоке. И делается очень просто и быстро, и порадует как взрослых, так и детей. Он очень эффектный в разрезе и готовится из самых простых продуктов. Произносится это слово с ударением как на первый, так и на второй слог. То есть говорить можно и девичий, и девичий по правилам русского языка. Итак, здесь у меня 3 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара 16 грамм общим весом и 150 грамм сахара я добавляю туда. И все это взбиваю минуты 3. Больше взбивать не имеет смысла. Просто чтобы яйца увеличились в объеме и стали такой белой пышной массой. Теперь я добавляю туда 200 грамм сметаны. Вы также можете добавить майонез. Некоторые добавляют майонез вместо сметаны. Здесь также я добавляю 200 грамм сгущенного молока с сахаром. И все это просто перемешиваю, ничего уже не взбиваю. Как я уже и сказала, тесто готовится очень быстро. Просеиваю сейчас туда 250 грамм муки и 7 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешивать до однородности миксером. Вот такое достаточно жидкое тесто в итоге должно получиться. Здесь у меня 2 формы я застелила фольгой по 18 сантиметров в диаметре. 2/3 светлого теста я выливаю в одну форму. И оставшуюся часть теста я сейчас смешаю с какао. Я добавляю туда 12 грамм какао. Это 1 столовая ложка с такой хорошей горкой. Все это просто перемешиваю миксером до однородности. И выливаю сейчас сразу же во вторую форму. И оба коржа я буду выпекать вместе. Просто шоколадный корж я достану из духовки спустя 25 минут после выпекания. Выпекать я буду эти коржи при температуре 175 градусов Цельсия, а светлый корж я достану спустя 40 минут. Разравниваем просто и ставим выпекаться режим вверх-вниз без конвекции уже в заранее разогретую духовку на 175 градусов Цельсия. Выпекать я буду разное время эти коржи. На белый корж это никак не повлияет. 25 минут прошло, шоколадный корж выпекся, а белый корж еще 15 минут будет выпекаться. Палочкой проверяем, она выходит сухая и чистая. То есть шоколадный корж выпекали 25 минут и светлый корж выпекался 40 минут. Даем коржам остыть и потом сразу же извлекаем их из формы. И можно уже сразу же еще в теплом виде нарезать на коржи. Шапочки образуются в этих коржах, и эти шапочки нам послужат впоследствии обсыпкой для торта. Коржи получаются такие очень насыщенные во вкусе. Шапочку мы сейчас измельчим и сделаем из нее крошку. А самим коржам даем уже остыть полностью, чтобы можно было собирать торт. То же самое делаем и со светлыми коржами. Коржи получаются достаточно влажными благодаря сметане.
и очень насыщенный вкус такого топленого молока они имеют, благодаря сгущенному молоку. Коржи очень вкусные, их можно кушать как самостоятельный десерт. И светлую шапочку также оставляем для обсыпки. Теперь готовим крем. Здесь у меня 100 грамм сгущенного молока с сахаром. Холодная у меня здесь сгущенка. Добавляю туда 15 мл свежевыжатого лимонного сока. Сок тоже холодный. Перемешиваю все это вилкой. И сейчас приготовим очень вкусный сметанный крем. Очень быстрый и очень стабильный. Подробный рецепт есть на моем канале этого крема. Я оставлю ссылку в описании к данному видео. Проходите и смотрите этот крем. Очень хороший, очень быстрый. Сгущенка светлеет и очень сильно стабилизируется. Здесь у меня 300 грамм сметаны, 30% жирности. Я добавляю туда всю сгущенку. И также я сейчас туда же добавляю 2 пакетика загустителя для сливок общим весом 16 грамм. И начинаю сейчас все это взбивать буквально 1,5–2 минуты максимум. Я взбивала около 1,5 минут здесь. Крем становится необыкновенно вкусным и стабильным. И уже спустя 1,5 минуты взбивания крем прекрасно держит форму, образуются устойчивые пики. Его можно уже отсаживать даже из кондитерской насадки. Подробный рецепт этого крема смотрите на моем канале. Я сейчас переворачиваю миску с этим кремом, и крем остается неподвижным, то есть из миски у меня ничего не выпадает. Это еще раз доказывает то, что крем очень стабильный. Крем вы можете на несколько минут, ну где-то на полчаса убрать в холодильник, чтобы с ним было еще более комфортно работать. Коржи перед сборкой торта нужно очень хорошо остудить, чтобы они ни в коем случае не были у вас теплыми. Наносим крема на каждый корж где-то по полсантиметра, не более, как это и было в оригинальном рецепте. Вы можете в крем также добавить цедру, но я не добавляю никогда в этот торт цедру лимона, потому что и так в лимонном соке чувствуется лимонная нотка. А с цедрой уже будет, я считаю, что слишком много лимона. Шоколадный корж укладываем в центре и накрываем все это опять же светлым коржом. Я измельчила все обрезки в измельчителе. И сейчас я буду ими посыпать бока и верх торта. Можно не посыпать. Вы также можете украсить этот торт кремом любым, и белково-заварным кремом, и масляным, и творожным. Все рецепты этих кремов есть на моем канале. Я же украсила крошкой обычной сегодня, как это и было в нашем детстве. И убираем сейчас этот торт для стабилизации в холодильник, лучше всего на ночь. Ну хотя бы часа на 4. Я убрала на ночь. У меня прошла ночь, и я сейчас покажу, как этот тортик выглядит в разрезе. Я вот так украсила его цветами, потому что, чтобы торт соответствовал своему названию. Раз он девичий, поэтому украшаем цветочками. Торт нарезается очень ровно, очень красивый этот торт в разрезе. И он необыкновенно вкусный, именно с тем вкусом из нашего детства получается. И вот такой разрез у торта получается. Вы можете его делать на 24 на 26 сантиметров в диаметре, тогда вам нужно просто увеличить количество ингредиентов вдвое. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал,
Ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.